Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала Коптим дома. С конструкцией моей коптильни вы уже знакомы. Если нет, ссылка в описании. И снова один из часто задаваемых вопросов. Почему дымогенератор без зольника? Отвечаю. Потому что не нужен. Прораб! Скрипач не нужен. Казалось бы, в процессе тления щепы в дымогенераторе образуется и скапливается зола, от которой надо избавляться. Значит, доступ к золе необходим для ее извлечения и утилизации. И что же нам предлагают в интернете? А предлагают нам сделать зольник, открывающееся дно дымогенератора. Дно открывается, зола высыпается, дно закрывается. Или сдвигаемое дно. Дно отодвигается, зола высыпается, дно задвигается на место. Или съемное дно. Откручиваются гайки, дно снимается, зола утилизируется, дно устанавливается на место и фиксируется гайками. Не буду останавливаться на конструктивных особенностях, трудностях реализации и недостатках каждого из предложенных решений. Говорим об общих недостатках. Во-первых, все трущиеся поворотные резьбовые элементы этих конструкций подвержены ржавлению. Вследствие ржавления эти элементы утратят подвижность и перестанут функционировать. Замысел, возможно, интересный, но применимость сомнительна. Защитить подвижные элементы от ржавления не удастся. Любое покрытие вследствие трения будет разрушено и ржавление неизбежно. Чем-то смазать трущиеся элементы – не выход. Смазка, так же как покрытие, будет стираться. Кроме того, смазка, будь то нефтепродукт или какая-либо силиконовая, крайне нежелательна в зоне тления. Дополнительные ароматы, посторонние химвещества в составе дыма нам не нужны и даже, пожалуй, недопустимы. Второй недостаток таких конструктивных решений – избавиться от золы в процессе копчения не удастся. Если в процессе копчения открыть дно дымогенератора, то вместе с золой из дымогенератора высыпется щепа. Это неудобно, неприятно, никто этим заниматься не будет. А значит, зола будет извлекаться из дымогенератора исключительно после полного выгорания щепы, то есть по окончании копчения. Конечно, теоретически можно предусмотреть в конструкции колосник. Обращаю ваше внимание, достаточно густой колосник, чтобы через него не просыпалась щепа в зольник. Но в этом случае и зола не будет просыпаться через колосник. Зола структура легкая и самостоятельно, из-за слабого действия на нее гравитации, просыпаться через колосник в зольник не будет. Это не песок. В доказательство приведу пример. В печи типа грубо тлеющие угли, оставленные в топке на ночь, прогорев к утру, остаются в виде золы на колосниках. В поддувало, в нашем случае в зольник, зола не просыплется. Несмотря на то, что зазоры в колоснике грубые, миллиметров 15, а то и 20. Установка колосника из зольника существенно усложнит конструкцию, но никак не решит проблему с извлечением золы из дымогенератора во время копчения. Можно, конечно, периодически встряхивать дымогенератор или постукивать по нем. При этом за счет вибрации какая-то часть золы просыплется в зольник. Но вместе с этим уплотнится, утрамбуется щепа, а это в свою очередь многократно увеличит вероятность зависания щепы. Если щепа зависнет, прекратится тление, процесс копчения остановится. Придется высыпать щепу и засыпать снова. А это уже критически неприемлемый недостаток. Кроме того, в случае с колосником и зольником есть еще проблема. Воздух, поступающий через зазоры неплотно стыкованного дна с дымогенератором, через зольник поступает в зону тления и на периферию. То есть не весь воздух, всасываемый в дымогенератор, принимает участие в тлении. Часть воздуха пройдет на выход дымогенератора, минуя зону тления. В этом случае воздуха для поддержания тления может быть недостаточно, и щепа затухнет. Конечно, на модуле эжекции можно поднять напряжение, тем самым увеличить интенсивность потока коптильной смеси и притока воздуха в зону тления. Но в этом случае тление быстро охватит всю площадь сечения дымогенератора, возрастет температура тления,
Как следствие, многократно на порядке возрастет генерация полиароматических углеводородов, то есть канцерогенов, в частности бензопирена. И это критический недостаток. Кроме того, возрастет расход щепы. А скрипач не нужен, родной. Он только лишнее топливо жрет. И это еще не все. Зола, накапливаясь на колоснике, с каждым обрушением щепы будет утрамбовываться. О том, как щепа порционно опускается в зону тления, говорил в видео о своем дымогенераторе. Щепа опускается не постоянно, а порциями. В зоне тления щепа выгорает и образует пустоту. В эту пустоту в какой-то момент и обрушивается щепа из резервуара. Ссылка вверху экрана и в описании. Утрамбовываясь, зола все хуже и хуже будет пропускать воздух. Чем меньше воздуха со временем поступает из зольника на всю площадь тления, тем больше воздуха будет всасываться через поддувало в локальную зону. В этой зоне температура в процессе будет расти. И опять же генерация ПАО значительно возрастет. В конце концов, колосник полностью блокируется. Возникнет необходимость уменьшить напряжение на модуле эжекции, чтобы уменьшить приток воздуха через поддувало. Не знаю, захотите ли вы играться интенсивностью притока воздуха в зону тления на протяжении всего процесса копчения. Думаю, нет. В своей коптильне решил вопрос просто. После каждого копчения муфту, связующую дымогенератор с системой, скручиваю на сгон, отсоединяю дымогенератор. Дымогенератор убираю в сторону, подальше от сада и огорода. Снимаю с него крышку, переворачиваю, высыпаю из него все лишнее. Дымогенератор устанавливаю на место, накручиваю муфту. Все, дымогенератор готов к следующему копчению. Чищу дымогенератор таким способом после каждого копчения, после 12-18 часов непрерывной работы. Чаще нет необходимости. Насколько просты демонтаж и монтаж дымогенератора, демонстрировал в видео. Ссылка вверху экрана и в описании. Конечно же, решать только вам. Никто не вправе навязывать вам свои интерпретации и решения. Но независимо от того, достаточно ли убедительны мои доводы, независимо от того, реализуете ли вы зольник в своей конструкции, независимо от того, какое конструктивное решение зольника вы выберете, убежден, пользоваться им вы не будете. Скрипач не нужен. И так же, как я, золу будете высыпать через верх дымогенератора. Если не согласны, комментируйте, оппонируйте. Только, пожалуйста, аргументированно, без хамства и нецензурной лексики. Мы же с вами люди воспитанные. Если ваши доводы окажутся достаточно убедительными, готов признать свои убеждения ошибочными. Займусь разработкой и реализацией зольника, по возможности без описанных недостатков, в своей коптильне. До встречи на канале.